Мотоцикл– это не просто средство передвижения. Это способ почувствовать дорогу каждой клеткой тела, впитать в себя ветер, свободу и бесконечные горизонты. Наш маршрут начинается в Австрии, в стране, где автобаны превращаются в идеально выверенные линии, тянущиеся через альпийские долины и величественные перевалы. Здесь каждый поворот– это новая панорама, а асфальт под колесами звучит как музыка дороги. Европейские автобаны – настоящий рай для мотоциклиста. Идеальное покрытие, четкая инфраструктура и безупречная организация движения позволяют не думать о препятствиях, а наслаждаться самим процессом езды. Здесь легко потеряться во времени, ведь каждая заправка – это возможность выпить кофе с видом на горы, а каждая остановка – маленький эпизод из фильма о путешествии мечты. Но автобаны – лишь пролог к настоящему приключению. Пересекая границу с Румынией, мы оказываемся в мире, где дороги извиваются, как старинные легенды, а каждый километр открывает новые горизонты. Впереди нас ждет замок Корвинов, один из самых величественных готических замков Европы. Дорога к замку – это не просто маршрут на карте, это путешествие сквозь время, серпантины, холмы и крохотные деревушки, где жизнь идет своим чередом, создавая неповторимую атмосферу. Ветер в шлеме приносит запах лесов и далеких костров, а каждый поворот манит новой тайной. Наш мототрип из Австрии в Румынию – это как симфония дороги, свободы и открытий. Это история, которую ты пишешь сам. И вот он, замок Дракула. И мы, два байкера, африканцы, здесь нарисовались посмотреть, где и как питался граф Дракула кровью, туда-сюда, Вон туда скидывали жертв коммунизма. Замок Корвин – это одно из самых впечатляющих средневековых сооружений Румынии, расположенное в Трансильвании в городе Унедоара. Замок был построен в XIV веке на месте старой римской крепости. Замок славится своим величественным готическим стилем. Огромные башни, массивные ворота, изысканные арки. Среди его главных достопримечательностей – мост Корвина, который ведет к главным воротам и зал рыцарей, где проводились торжественные приемы. Замок окружен множеством легенд. Одна из самых известных – история о Владе Цепище, графе Дракуле, который, согласно преданиям, был заключен здесь в тюрьму. Хотя историки сомневаются в этом. Легенда укрепила связь замка с трансильванской мифологией. Другая же легенда связана с колодцем на территории замка. Турецкие пленники якобы выкопали его, надеясь на свободу. Однако хозяин замка нарушил обещание, оставив пленников в неволе. Надпись на колодце, как утверждается, гласит: «У вас есть вода, но нет души». Один из экспонатов замка – человеческий скелет, который вызывает множество вопросов посетителей. Этот скелет выставлен в качестве символа темной стороны средневековой жизни, когда замок использовался как место для пыток и заключения. Внутри замка множество исторических залов, комнат и экспозиций, которые рассказывают о жизни в Средневековье, а также различные архитектурные элементы, сохранившиеся со времен строительства. В подземелье и тюрьму не получилось спуститься. Зал рыцарей – большое помещение, которое использовалось для банкетов, собраний и других торжественных мероприятий. Зал украшен каменными колоннами и изысканными готическими деталями. После замка Корвинов мы выехали на знаменитое шоссе Трансальпина. Дорога начиналась с идеального асфальта, гладкого, ровного, словно созданного специально для мотоциклистов. Но, как обычно, мне быстро наскучили прямые и предсказуемые участки. Я уговорил своего товарища свернуть на бездорожье, которое шло параллельно шоссе Трансальпина. И все, сейчас мы выезжаем вот на эту оффроуд дорогу и посмотрим, что там будет. Надеюсь, не разобьемся.
So, traction control, я это было жестко. По пути нам встретилось живописное озеро, спрятанное среди гор. Вода в нем была кристально чистая, а отражение неба на поверхности напоминало картину художника. Вот в таком красивом месте. Ля-ля-ля-ля. Мы сделали короткую остановку, чтобы передохнуть и насладиться видами, но купаться не стали. Впереди нас ждала еще долгожданная дорога. Да и солнце уже клонилось к закату. Ближе к вечеру мы начали искать место для ночлега. Ночевать в румынских лесах не самая лучшая идея, ведь здешние леса буквально кишат медведями. После предыдущего опыта в Испании, когда ночью в палатку заглянул медведь, испытывать судьбу еще раз не хотелось. Адреналин тогда зашкаливал, рисковать снова не имело смысла. К счастью, в одной из небольших деревень мы нашли гостеприимного хозяина, который разрешил нам разбить лагерь у себя во дворе. Он даже предложил нам воду и немного еды. Впереди нас ждали новые дороги, новые приключения и, возможно, новые неожиданности. Новый день, новые приключения. Если вы собираетесь на Трансальпину и Трансфагорашан, рекомендую начинать с южного въезда на Трансальпину, а затем двигаясь к Трансфагорашану, заходя на него с северной стороны. Это не просто каприз, а стратегически верный ход. Лучшие виды открываются именно при спуске с северной стороны, а благодаря правостороннему движению вы сможете наслаждаться красотами без лишних помех, как VIP-гость на переднем ряду горного театра. Трансфагорашан – король среди серпантинов. Лично мне Трансфагорашан понравился больше, чем Трансальпина. Здесь гораздо больше захватывающих пейзажей, а на самой высокой точке расположен живописный горный водоем. Правда, в тот день, когда мы там были, был такой ветер, что можно было смело запускать парус и идти в Бухарест без мотора. Но солнечная погода согревала не только руки, но и душу, делая моменты еще более запоминающимися. За красоту и атмосферу я ставлю 10 из 10. Еще одной изюминкой поездки стали медведи, которые здесь, как оказалось, в большом количестве. Я заранее знал, что встреча с ними возможна, но не ожидал увидеть сразу троих в разных местах. Причем эти мохнатые создания явно освоили искусство ленивого турбизнеса, мирно лежат у обочины, словно автостопщики, терпеливо ждут, когда кто-нибудь из туристов бросит им что-нибудь вкусненькое. Глядя на их расслабленные морды, я почти услышал: «Ну что, дружище, нет у тебя там чё похавать?» А? Ты знаешь, кто я, а? Я самый силухий-то, серьезный, к вам не... Понимаешь, с кем мне дело? Тут литр мотора. Не догонишь.
Эта поездка оставила незабываемые впечатления. Если вы байкер или просто любите живописные серпантины, хотя бы раз в жизни стоит проехать по этим трассам. Горы, крутые повороты, панорамные виды и даже дружелюбные медведи. Что еще нужно для настоящего дорожного приключения?